Вот такие у нас клеммы получились. Подключаем к ручке. Теперь остается подключить контроллер. Вот этот провод от ручки, где у нас концевичок, мы подключаем в разъем. Вот разъем для подключения, либо сюда подключается педалька. Ну, я для начала попробую, как будет работать вместе с этой ручкой. Нажимаем кнопочки вот эти и вставляем проводки. Вот, все подключено. Дальше нам нужно будет подключить, вот у нас идет питание от розетки. Нам нужно будет запитать вот этот трансформатор. Подключаем в клеммник. И вот эти два провода с трансформатора мы подключаем вот этим контактом. То есть это у нас будет питание контроллера. Дальше нам нужно будет подключить силовой трансформатор. Один провод с трансформатора вот, мы подключаем сразу на клеммник, то есть 0 у нас будет идти на трансформатор напрямую с розетки. Вот, подключаем. А второй провод с трансформатора мы пустим питание через семистр силовой. Для этого нам нужно будет на один контакт под цифрой 1 мы подаем на него питание с розетки. Вот я взял провод. Провод на этот контакт можно припаять, но я пока собираю для тестового образца, то я его прикручу вот через клемму, болтиком затяну, чтобы легко было разобрать. Ну, вообще, если вы делаете окончательный вариант, то лучше все спаять вместе. И вот этот контакт мы в клеммник зажимаем, откуда у нас идет питание. Подключили. И второй провод у нас уже, который первичная обмотка трансформатора, через семистр подключаем к контакту номер 2. Также его вот здесь снизу проведу и подключу вот сюда. С подключением все готово. Теперь подаем питание. Вот у нас дисплейчик засветился. И нам нужно будет отрегулировать мощность и время работы. Это опытным путем определяется. Получается, здесь у нас регулируется первое положение. Это время. От 1 до 50. Одно значение, одна цифра. Это 20 миллисекунд. То есть единичка это 20 миллисекунд. Двоечка это 40 миллисекунд. И 50 это у нас 1000 миллисекунд. То есть это у нас 1 секунда. 50 равняется 1 секунде. А единичка 20 миллисекунд. То есть мы в зависимости от толщины ленты никелевой выбираем, или от мощности сварки тоже зависит, выбираем время сваривания. И также мощность регулируется вот 41 у нас регулировка от 30 идет и до сотни вращается. Максимум, не 99. От 30 до 99. Так как я эту сварку еще не использовал, поэтому я не знаю, какие параметры нужно будет выставить. Я начну, поменьше там возьму. Время, например, 200 миллисекунд на десяточке. И мощность мы поставим 46%. И сейчас протестируем. Вот я взял подложку, чтобы не спалить вот это основание.
то оно будет сильно нагреваться и погорит. Вот кусочки никелевой ленты, попробуем сварить их между собой. Для начала, перед тем как варить аккумуляторы, нужно потренироваться, потому что их можно прожечь и они могут воспламениться, поэтому нужно быть аккуратным. В общем, пробуем сваривать. Вот, недостаточно либо время, либо мощность, то есть они сварились, но рассоединяются. Добавим мощности, поставим, например, 70%, 71%. Здесь толщина 0,2, это там одна из самых толстых лент. Пробуем еще раз. Оно приварилось даже к основе, прилипло. Держится? Не, оторвалось. В общем, пробуем еще увеличить, либо время нужно увеличить. Например, 18 поставим, а тут 74, посмотрим, что будет. Так, ну тут оно уже вот, следы остались на подложке, но здесь рассоединяется. Ну ладно, пробуем еще мощнее. В общем, нужно набивать руку. Вот, 85 и 18, то уже не отрывается. Попробуем приварить ленту к основанию. Не знаю, что за материал. Но она приваривается. Остались даже отверстия, то есть проварилась полностью. В общем, я не такой эксперт точной сварки, потому что это только первая моя модель. До этого никогда я их не собирал. Поэтому стоит еще потренироваться, приловчиться. И в следующем видео я соберу сварку, это уже только возьму двухимпульсную плату и попробуем, протестируем ее. В общем, ссылочку на все компоненты я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.